Здравствуйте, дорогие друзья! Лук-порей имеет долгий период вегетации. От первых всходов до сбора урожая доходит до полугода. Поэтому, чтобы получить хороший качественный лук-порей осенью в нашем сибирском регионе, следует сеять его на рассаду в конце февраля и рассаду высаживать в открытый грунт в возрасте 70 дней. Лук-порей не боится заморозков. Как только земля оттает и можно будет работать с почвой, буду высаживать рассаду лука-порея в открытый грунт. В Кузбассе это первая декада мая. Лук-порей – это двухлетняя культура. На первый год образуется ложная луковица, так называемая нога, которая как раз и используется в пищу. На второй год лук зацветает, образуется стрелка высотой до 1,5 метра. Сам же стебель становится жестким и несъедобным. Для выращивания рассады лука-порея надо брать семена свежие, у которых срок годности не вышел. Не теряют схожесть семена лука-порея до 4 лет от момента сбора. Сегодня сажаю семена лука-порея на рассаду без пикировки. У меня лук-порей сорта «Летний бриз» и «Карантанский». Оба сорта относятся к позднеспелым. От сходов до уборки урожая в среднем 180 дней. Также и по другим характеристикам сорта очень схожи. Нога – ложная луковица, высотой 15-25 см, диаметром 4 см. Растения вырастают в среднем 200-300 грамм. По данным семенам уже все сроки годности прошли, семена старые. Но способом, которым я сегодня буду пользоваться, надеюсь, что всходы все-таки будут. Сажать семена лука-порея буду вот в такие пластиковые полулитровые стаканчики. Они глубокие, прозрачные, поэтому рассаде лука-порея будет достаточно света и земли. Несмываемым маркером написала название растения, сорт и дополнительно присвоенный мной номер. Теперь делаю дренажные отверстия с помощью ножниц. Достаточно 4 отверстия, длиной по 1-2 см. Чтобы в дальнейшем стаканчики более компактно встали в рассадный ящик или поддон, срезаю ободок верхней части стаканчика. После этого стаканчики становятся мягкие, и их легко установить плотно друг к другу. В стаканчики насыпаю 3 столовые ложки земли и 1/3 чайной ложки гидрогеля. Гидрогель обладает экологичностью и повышенной влагоудерживающей способностью. Он постепенно отдает влагу растению, за счет чего рассаду поливать можно реже и не бояться перевлажнить почву. Конечно, если нет гидрогеля, можно обойтись и без него. Итак, сухой гидрогель добавляю в почву, перемешиваю. Состав почвогрунта такой: 50% почва, подготовленная с осени, 30% торфа и 20% вермикулита. Далее заполняю почвогрунтом стаканчик на 7-8 см в высоту. Именно столько почвы будет достаточно для развития хорошей корневой системы у рассады лука-порея. В дальнейшем, когда рассада вырастет, я буду постепенно подсыпать почву. С помощью ложки утрамбовываю землю. Теперь беру стакан крутого кипятка, в воду добавляю кристаллы марганцовки, буквально на самом кончике ножа. Раствор марганцовки должен получиться розовым. Теперь с помощью спринцовки набираю раствор и поливаю почву в стаканчиках. С помощью кипятка и марганцовки происходит дезинфекция почвы и хороший ее прогрев. Теперь незамедлительно сею семена прямо на поверхность горячей почвы. Так как буду выращивать семена лука-порея без пикировки, между семенами делаю расстояние 2-3 см обычно, но в данном случае я посажу их чуть гуще, поскольку есть большая вероятность, что семена взойдут не все. Еще раз повторю, что у меня семена очень старые. Прикрываю семена почвой на полсантиметра. Глубоко заделывать посевы нельзя, иначе даже хорошие свежие семена не взойдут. Теперь снова слегка увлажняю почву горячей водой из спринцовки. При увлажнении не нужно делать болото, поскольку семена просто закиснут в почве и тоже не взойдут. Теперь стаканчики ставлю в пакет и плотно его закрываю. Поставлю в теплое место. При средней температуре 22 градуса всходы проявятся в течение 10-14 дней. Как появятся первые петельки всходов, пакет уберу, а стаканчики со всходами лука-порея поставлю под лампы, поскольку в этом месяце у нас короткий световой день и мало солнца. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Кому видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал
нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и отличной рассады. До новых встреч!